Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила одну из жемчужин азербайджанской национальной кухни, а если точнее, то кулинарии – пахлаву. Существует множество рецептов пахлавы: бакинская пахлава, гянджинская пахлава, кубинская пахлава. Их не сосчитать. Но суть одна и та же. Пахлава – это вкуснейший десерт, состоящий из многослойных листов теста и ореховой начинки. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам пахлавы, этого изумительного лакомства, вместе. Итак, в глубокую посуду отправляю 200 грамм катыка и 2-3 столовые ложки 20% сметаны. Катык можно заменить на 10% сметану или же не заморачиваться этим дележем, а сразу использовать 250-300 грамм сметаны 15% жирности. Сюда же в миску отправляю соду, ванильный сахар, щепотку соли и сахар. Немного мешаю эту смесь, затем отправляю сюда рафинированные растительные масла. Вновь немного мешаю и насыпаю в миску муку. Муку я перед каждой выпечкой обязательно просеиваю, так как в пачке мука находится под грузом собственного веса. Когда мы просеиваем муку перед выпечкой, она обогащается кислородом, а выпечка получается воздушной и дышащей. Муку в тесто ввожу в несколько этапов. Сперва мешаю тесто силиконовой лопаткой, затем руками, и для удобства перехожу на рабочую поверхность и вымешиваю тесто уже на столе. Тесто вначале сильно прилипает к рукам, и вмешивать его становится не очень удобно. Но, несмотря на это, я не добавляю в тесто муку. Не стоит забивать его мукой. Вымешиваю тесто примерно 10 минут после. Собираю тесто в колобок. Уже видно, что тесто мягкое, податливое, и с ним приятно работать. Но я пока даю ему отдохнуть, а сама в это время займусь начинкой. Для начинки я сегодня использую грецкий орех и фундук. А начинка, в принципе, может быть любая. Это может быть только орехи или только фундук. Это может быть ассорти, как я сегодня делаю это. Сюда же, кстати, можно добавить миндаль. Вместе с орехами для начинки берется еще и сахар. Его можно заменить сахарной пудрой. Да. Я обычно перемалываю сахар вместе с орехами в блендере, и получается достаточно нежная начинка. Измельченные орехи вместе с сахаром отправляю в глубокую посуду, и сюда же надо будет отправить пряности. В ступке измельчаю кардамон, затем кардамон, еще ванильный сахар, куркуму и корицу также отправляю в начинку. Список и количество пряностей вы периодически видите на ваших экранах, но вы можете отрегулировать это на свое усмотрение. Но, честно говоря, советую, если вы хотите получить эффект классической пахлавы, вкус классической пахлавы, вернее, сильно не отходить по ингредиентам от оригинала. Все, начинка готова, тесто тоже отдохнуло. Собираю пахлаву. Для этого придаю тесту форму колбаски и нарезаю его на 10 одинаковых кусочков и 2 побольше. По ходу я объясню, что к чему. А пока придаю кусочкам форму шариков и даю тесту еще немного отдохнуть. Достаю колобок, один из тех, что побольше, кстати, чем остальные 10 штук, и раскрываю тесто. Надо постараться, чтобы раскрытое тесто соответствовало форме противня. У меня противень четырехугольный, поэтому я раскрываю тесто почти четырехугольным, чтобы не было отходов. Тесто настолько эластичное, что его легко можно растянуть и придать форму. При этом рабочую поверхность все время надо щедро насыпать мукой.
Иначе тесто прилипнет к поверхности, создаст много проблем и просто утомит вас. Ну что, тесто раскрыто. Застилаю первый и самый нижний слой пахлавы. А самый нижний слой пахлавы должен быть чуть толще, чем внутренние листы. У меня толщина нижнего слоя получилась около 1 мм. Такой слой не порвется при выпечке. Или же на дно можно расстелить 2 тонких листа, обмазать слои маслом, но не начинять. Я выбираю, что попроще. Застелив нижний слой пахлавы, сверху прохожусь сливочным маслом, но начинку насыпаю после того, как раскрою следующий слой пахлавы. Так как пока я раскрою следующий слой, масло чуть-чуть примерзнет, ухватится, благодаря чему распределить начинку по поверхности не составит труда. Таким образом, я раскрываю 10 внутренних листов толщиной примерно полмиллиметра. Каждый слой обмазываю маслом, сверху насыпаю начинку и распределяю ее по всей поверхности. Каждый раз на слои сверху чуть-чуть давлю, чтобы слои не разъехались при выпечке, но без фанатизма. Итак, до последнего, до самого верхнего слоя. Самый верхний слой не обмазываю маслом и не насыпаю на него сверху начинку. Этот слой, так же как и нижний, тоже толще, чем внутренние слои пахлавы. После того, как я положила последний слой, примерно на 15-20 минут убираю пахлаву в холодильник, чтобы верхний слой чуть-чуть подсох и ухватился. Но это не обязательно, честно говоря, просто так пахлава легче режется. А пока пахлава отдыхает, я завариваю шафран. К остывшей заварке шафрана добавляю желток и пару ложечек оливкового масла. Обжаренный и очищенный фундук разделяю пополам. Да, еще такой момент, чтобы потом долго не возиться мытьем посуды, я противень застелила пергаментной бумагой, но это, честно говоря, не обязательно. Все, идем дальше. Для нарезки пахлавы я применяю линейку, но можно обходиться и без этого. Пахлаву нарезаю ромбиками, в принципе, как и должно быть. Мы не любим слишком большие куски, поэтому я нарезаю ромбики не очень большими. Да, чуть не забыла. Фундук для начинки тоже предварительно обжарила и очистила. В центр каждого ромба кладу фундук и слегка прижимаю его. Это делается не только для красивого вида, этот маленький груз и пресс тоже, да, для того, чтобы слои пахлавы при выпечке не съехались, а слоев 12 штук. Сверху обмазываю пахлаву яично-шафранной смесью и отправляю в заранее разогретой до 200 градусов духовку. Пеку пахлаву 30 минут в режиме нагрев снизу с конвекцией. После достаю из духовки, сверху заливаю пахлаву сиропом, вновь на 5-6 минут отправляю в духовку. При этом выключаю духовку, но режим оставляю тот же. Примерно через 5 минут достаю противень из духовки и вуаля! Самые вкусные и неординарные лакомства Востока пахлава готово. Готовьте на здоровье, друзья. Побалуйте себя и своих близких пахлавой, этой жемчужиной азербайджанской кулинарии. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.